Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале, где легко, доступно и очень вкусно готовить. Сегодня у нас свиная рулька, запеченная в духовке. Да, запеченная без предварительной варки, без лишних телодвижений. Смотрите, как отделяются косточки, очень легко, а мясо насыщенное специями и очень-очень вкусное. Итак, приступаем готовить. Смотрите, у меня вот такая вот рулька. Ну, может быть, конечно, я не очень разбираюсь в свинине, но смотрите, мне попалась задняя часть, потому что здесь присутствует такое какое-то коленце, так называемое. Но ничего, мы ее приготовим тоже бесподобно вкусно. Я ее помыла, обсушила полотенцем бумажным. Для вас я специально хочу ее взвесить. Рулька у меня где-то вытянула на кило 900. Ну, будем примерно считать кило 900, 2 килограмма. Теперь берем чеснок. Я взяла вот такую большую головку чеснока. Она у меня уйдет абсолютно вся. Но сначала я почистила большую часть головки чеснока. Я ее потру на мелкой терке. Чеснок я измельчила. Кладу его в чашечку вот такую вот глубокую. Теперь добавляю сюда столовую ложку соли. Соль у меня обычная морская соль. Теперь почти столовая ложка черного молотого перца и столовая ложка паприки. У меня была копченая паприка. Но вот она почему-то всегда, мне кажется, что она вкуснее, чем обычная паприка. Сюда же кладем 1 столовую ложку горчицы, желательно очень свежей горчицы, и 1 столовую ложку меда. Добавляем сюда 2 столовых ложки растительного масла, можно добавлять абсолютно любое масло, и хорошенько все это перемешиваем. Маринад для рульки готов, отставляем его пока в сторону, а теперь займемся рулькой. Я вот хочу сделать такие небольшие надрезы на шкурке. У меня получились только продольные надрезы. Если у вас получатся квадратики, это будет вообще замечательно. Теперь обмазываем маринадом всю рульку. Теперь рульку убираем в пакет или в кастрюльку. Я убрала в пакет и убираем его минимум на 12 часов. Если у вас есть время, убирайте на день, на 2. Это будет еще вкуснее. Рульку я буду запекать на овощной подушке, поэтому я взяла овощи, морковь, лук и корень сельдерея. Если вы любите еще какие-либо другие овощи, конечно, вы можете сюда все это нарезать. Нарезаю я овощи покрупнее, потому что рулька запекается довольно долго. И выкладываю овощи в форму для запекания. В данный момент у меня это обычная сковородка с толстым дном. Достаю рульку из холодильника, открываю, смотрите, маринад практически весь впитался в мясо. Теперь выкладываем рульку в форму на овощи. Я немножечко убираю сверху маринад, чтобы он сильно не подгорал в процессе запекания. Наливаю чуть-чуть воды, буквально меньше полстакана. И сверху на мясо хочу положить кусочек фольги. Ставим в духовку на 160 градусов на 1 час. Прошел час. Посмотрите, какая получилась рулька. Кожица немножко зарумянилась. Это нам было и нужно. Теперь смазываем соком, который выделился. И закрываем фольгой полностью всю форму. Довольно плотно. Можно даже в 2 слоя. Закрыли и ставим в духовку на 200 градусов на 1,5-2 часа. Через 2 часа я сняла фольгу всю, снова поливаю соком и ставлю в духовку на полчаса на ту же температуру, на 200 градусов. Рулька готова, посмотрите, какая получилась красавица. Теперь мы сделаем соус из овощей. Если кому-то это интересно, смотрите. Я складываю все овощи в блендер, добавляю сюда чеснок. Можно добавить сюда перец острый, можно добавить зелень. Добавляйте в этот соус все то, что вы любите. И, конечно, пробуйте на соль и на другие ингредиенты. А теперь пробуем рульку. Рулька получилась очень вкусная, поджаренная корочка, нежное мясо, косточки просто вываливаются из мяса.
И не успели мы ее разрезать, как уже начали сразу пробовать. Вот, видите, кусочек уже улетает со стола. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Будет много интересных, проверенных и очень вкусных рецептов. До новых встреч, удачи вам, друзья! Будьте здоровы! Пока-пока!